прошлом выпуске наконец-таки пришли мои амортизаторы именно нужной длины, и я занялся их установкой. Если вдруг вы не видели этот ролик, вы можете перейти по ссылке в описании и посмотреть, как я выставлял задние амортизаторы. Выпуск получился довольно интересным и информативным. Всем привет, меня зовут Райни, это город Казань. Так как сезон уже начался, я все еще не выехал, и у меня есть отснятый материал, чтобы выезд не отложился там на август месяц или вообще на сентябрь, я решил выпускать ролики немного чаще. Если вам тоже по душе такая идея, напишите в комментариях. От души, Райни. И также определился уже вроде как с конечной высотой передней части. Вообще изначально планировалось, что я буду делать верхнюю траверсу заново с нуля. Но есть некоторые сложности, а именно для плазменной резки модель нужно построить в другой программе, а не в компасе, как я делал до этого. И на это все уйдет снова время, изучить, сделать правильно. Вот, и поэтому я решил пока что не делать новую траверсу, а поездить с этой. Поэтому сегодня в выпуске мы адаптируем верхнюю часть траверсы под наш руль, установим крепление, а также, как вы поняли из названия, поставим спидометр. Поехали! Клипона отрезана, площадка выровнена. Теперь смотрится все гораздо лучше и, главное, не мешает. Сами крепления от планеты Иш Юпитер 5. Вот, они будут перекрашиваться, болты также будут меняться под шестигранные. Но чего-то, по-моему, не хватает, да? Вы не думаете? Вот здесь вот должно быть спидометр. Уралский спидометр сюда крайне не подходит. Поэтому будем ставить другой. Как раз пришла посылочка. Вот такой вот спидометр будет стоять. Классический, ничего лишнего. Есть как раз нужная индикация: нейтраль, дальний и поворотники. Все работает, уже все проверил. Вот. Единственная подсветка спидометра такая сине-голубая, что ли, непонятная. Стрелка красная, остальное вроде все как голубое. В идеале бы сделать пересвет, конечно, сделать хотя бы белый. Вот, но посмотрим. Пока оставим это. Теперь нужно сделать к нему крепление. Вот родное крепление этого спидометра. Два отверстия для крепления самого спидометра и одно отверстие для крепления его к траверсе. Но чтобы установить спидометр на эту траверсу, нужно немножко приложить руки, потому что вот. Поэтому нужно будет нарисовать новое крепление и вырезать его из металла. Так, ну что, теперь гораздо лучше, уже перекоса нет, но зазор здесь все равно маленький. Но так как толщина родного крепления 2 мм, а у меня здесь 3-миллиметровая сталь, то в принципе люфта не должно быть, и износа краски тоже. Но есть другой момент, который я забыл.
У нас же здесь идет крепление руля, сверху будет руль. Не будет ли руль закрывать обзор спидометра? Поэтому сейчас накинем его. Так, ну что, прикинул уже сразу грипсы и... Что по пультам? С правой стороны будет вот стоять вот такой вот пульт, совмещенный с ручкой газа. Вот, я считаю, такой вид классический будет смотреться гораздо лучше, потому что мотоцикл все-таки у нас классического вида. Эта кнопка будет кнопкой стартера, она будет отвечать за запуск. Вот, изначально я вообще планировал поставить вот такую вот кнопку возле ручки, но потом, когда дело дошло до ручки газа, точнее до ее установки с кнопкой, то начали возникать проблемы. Какого плана? Ручки отдельно продаются без кнопок, но там идет вот такой вот выступ, как здесь. После этого выступа ставить кнопку, а потом ставить еще ручку тормоза, ну как-то мне казалось, что это будет смотреться некрасиво, поэтому я нашел вот совмещенную ручку газа с кнопкой. Вот, но и здесь уже потом будет стоять ручка тормоза. Но вообще, в принципе, так как бы тоже, по-моему, неплохо смотрится. Вот, ну пока, в общем, оставим так, сюда поставим ручку тормоза, и дальше уже будет видно, может быть, поменяем. Но я думаю, все равно эта кнопка нам пригодится. Единственное, она не фиксируется. Вот, но я думаю, мы сможем ее куда-нибудь пристроить. Что касается левой стороны. С левой стороны будет стоять вот такой пульт. Вот так это все дело будет ставиться. Эти кнопки у нас фиксируются. Они будут, скорее всего, на поворотник. С обратной стороны тоже есть кнопка. Вот, она не фиксируется, и за что она будет отвечать, я пока не решил. Когда доберусь до электрики, буду укладывать электрику, там уже будет видно. Я думаю, за что-то она отвечать все-таки должна. Сами пульты довольно хорошего качества, они немножко дороже, конечно, классических, потому что это металл, кнопки тоже хорошего качества. Сами кнопки съемные, они откручиваются. Вот, и довольно-таки все смотрится это хорошо. Что касаемо поворотников, вот сюда будут устанавливаться вот такие вот диодные поворотники. Тут механизм, я так понял, несложный. Вот так. А так все классно и ничего не мешает. Офигенно. Так и оставляем. Так вот целый день. Чуть тут постучал, опять прикрутил, опять что-то стучал. Опять... Не, вот все отлично. Вот так идеально. И прям немножко наклон ко мне, и вообще офигенно. А у тебя траверс мешать не будет? Чему? Руль? Я уж примерял, нормально. Руль вообще помпушка, прям аккуратненький такой. Нет, тут табло скрывать не будет? А? Табло скрывать Нет, нет. Ну что, все, отлично. Спидометр занял свое самое оптимальное положение. Немножко подогнул лист металла, потому что расстояние было чуть больше. Зато теперь спидометр обращен больше к водителю, и будет удобнее с него считывать информацию. Вот так. А вообще, изначально я планировал руль перевернуть, чтобы вот это вот изгиб шел вниз. Но на них изгиб руля больше, чем здесь, поэтому вот в таком положении здесь это все смотрится тоже вообще, по-моему, неплохо. Вот, и еще будут проблемы с ручкой газа, потому что здесь диаметр чуть меньше, чем здесь, под грипсом. И из-за этого, если я переверну, то мне нужно будет с этой стороны снимать, а здесь как-то наращивать. Ну так, я думаю, и так все довольно классно смотрится. Поэтому, наверное, оставим так. Ну, в принципе, и все по основной части. Ну вот, такой вот короткометражный ролик получился. Руль теперь на своем месте, и, по-моему, прям очень классно. По крайней мере, все выглядит именно так, как я представлял у себя здесь в голове. Так что вот так. Спасибо вам за просмотр. Если вдруг вы не подписаны на мой канал, а судя по аналитике канала, 70% просмотров людей без подписки. Сейчас самое время подписаться и поставить колокольчик. Тогда вы всегда будете в курсе новых видео. Ну а я с вами прощаюсь. Еще раз огромное вам спасибо. И самое главное, Исян Соблус. Пока.